Всем привет. Мы продолжаем проходить Dead Space. Значит, идем по сюжетным заданиям, потому что я прочитал, оказывается, лучше все побочные миссии выполнять до конца 11 главы. Так как у нас глава еще 7, поэтому мы пойдем по сюжетным миссиям. А то не до всех можно миссий побочных дотянуться. То там прохода нет, то здесь закрыто. Поэтому давай так пока. Так, что нам нужно? Активировать пусковые трубки. Окей. Что у нас, кстати, по патронам? Ага, не густо. Не густо. Давай перезарядимся по всем фронтам, чтобы быть, если что, готовым. Хотя тут они настолько быстро вылетают, что не всегда будешь готовым ко всему. Погнали. Ну, слава богу, я тут был. Он живой, не? Вроде нет. Он за мной просто прицепился. Хорошо. А почему мы сюда идем, кстати? Вот, я вот эту хотел штуку проверить. Платформа разблокирована. А мы что, обратно идем через гидропонику? Серьезно? Подожди. Что-то я не очень уверен. Пусковые трубки показать на карте. Угу. Как-то нас странно ведут. Ну ладно, хотя бы ведут. Что-то вот последние, наверное, последний, ах ты падла. В последней главе что-то как-то карта странно себя ведет. Она то одно показывает, то другое. Так, давай-ка мы этого товарища. Дружок, ты еще жив? Вот теперь нет. Так, и давай аптечку, наверное, сразу же большую, да, мы используем. А то жизни не очень много. Ну, почти целое здоровье. Куда идти? Угу. Я аж перепугался, думал, сейчас он на меня пойдет. Так, теперь вот сюда мы идем. Давай, сохраняемся. Седьмая глава. Ну, получается, да, через 4 главы будем делать побочные миссии. Они просто поглубже раскрывают сюжет. Вот, в принципе, и все. Это вот нововведение. В оригинале не было побочных миссий. Наверное, сейчас надо будет, получается, проехать. Проехать на... Нет, слушай, даже не на вагонетке. Но это дело мы откроем. А она уже тут стоит. Подожди, а если вот так? Нет, все равно мне надо туда, горнодобыча идти. Угу. Какой уровень? 3. Вот, да, примерно тут началась вчера глава. Ну, на прошлом стриме. Проверим, кстати, что у нас тут есть на верстаке вообще. Прокачаться можем? Какие-то узлы я оставлял, не помню.
сколько штук, но они были у меня в запасе. И, по-моему, я уже давненько ношу апгрейд для патронов. Импульсная винтовка, да, схема улучшения обновлена. Новое особое умение, дополнительный энергетический узел сохранен. Так, проверяем. Импульсная винтовка. Вот, теперь у нас урон еще появился. Давай. Качаем. Раз. Емкость 2. 3. И урон. А вот это что такое? Значительно увеличивает скорострельность. Штука-то, наверное, неплохая, но было бы столько патронов. Ладно. Попробуем. Я не помню вот в оригинале таких вещей. Но может быть это пригодится. 5 узлов потратил. Надо же. Ну теперь эта винтовка должна быть гораздо мощнее. Сохраняемся, да? О, тихо. Что-то там есть. Немного денег. Так, вот еще ящики. Ага, тут магазин. Давай посмотрим, может быть что-то даже продать можно. Патроны нужны. Надо много патронов. 3-й уровень. Берем. Это берем. Все, по идее. Давай глянем. Жалко, старые костюмы нельзя продавать. Ну, как бы, если ты ими не пользуешься, зачем они тебе нужны в инвентаре? Окей. Да, продавать-то особо и нечего. Это можно продать. Топливо для огнемета. Давай его тоже продадим. 4000, что лишнее, что ли. И вот это тоже продадим. Патроны на труборез, ну, мало ли. Могут пригодиться. Огнемет я просто оставлю и все. Так, и давай на все закупим патронов просто. 125 штук. В принципе, ну, могло быть и хуже. Того у меня 254. И плюс 300. 300 патронов примерно. Так. Сохраняем, естественно, прогресс. Мне сюда? Угу. Это какой-то лифт большой. Лифт для добычи полезных ископаемых. Это странно, две шахтерские подпалубы заблокированы, хотя все системы работают. Я разберусь с этим. А каким образом? Что-то не видно, чтобы она что-то делала. Поехали вниз. Здорово, Серег. Весеннего стрима, но у нас не чувствуется особо весна какая-то в городе. Ну так, чуть-чуть небольшое потепление, типа сейчас -2 просто на улице. Облако после взрывов. Кстати, у нас сейчас взрывает не по субботам в городе, а по пятницам. Шел новый начальник и решил взрывать почему-то по пятницам. Суматохи больше только стало. Но хотя бы времени не изменили никак. Что, сейчас жоподерка начнется? Ошибка, неисправность маршрутизации питания. Подождите, пожалуйста. Темнеет позже, чем же не первые признаки. Ну и светает тоже раньше. Но все равно снег-то не тает ни хрена. Это не весна. Это только начало. Меня вся дочка ждет, когда же у нас снег начнет таять. Говорит, давай, может, кипятка нальем. А, кстати, можно в гугле набрать. Ой, в гугле. В ютубе выкладывают ролики. Как сейчас взрывы проходят. В принципе, ничего не изменилось.
пробурили, взорвали, зарядили. Вот и все. Вот, как говорится, и вся любовь. Так, дружок, ну-ка постой. Где он? Кто-то где-то еще есть. Нет? Подвезло. Можно начать кушать снег. Ну можно, конечно. Главное, желтый, естественно, не жрать. То мало ли. Не знаю, он решил переобуться, походу. Смена личности. Желтый снег самый вкусный. Лимонный, апельсиновый. Обували. Это бабалики. Чё, кто где? Кто-то орёт. Но я его не вижу. Банановый. Со вкусом этих, как его, собачьих писюнов, блядь. Здорово, Васек. Мы тут обсуждаем по поводу желтого снега. Какие же он все-таки вкусом. Привет, Татьяна. Есть вариант, то что желтый снег, и он со вкусом банана. Тихо. А если он... О, они попадают под лазеры. Ну, это мне показала игра. Игра показала то, что нихер под эти лазеры соваться. Вкус собачьему банану на губах. У губ твоих конфетный вкус. Желтый? Ну нет, почему? Он может быть и апельсиновый. Кстати, можно любой предмет, не обязательно эти кубики ставить. Можно любой предмет поставить, и этот лазер перекроет. Бля, его там зажало. И как кто-то ползет ко мне. Бля, он дверь не откроет. Там этого хмыря задавило просто. Какая досада. Кстати, надо как-нибудь по бананов пожрать. Давно их не употреблял. Так, давай, короче, эти какого. Вот этот ящик вот сюда перетащим. Все? Мне жопку-то не поджарит. Нормально. Так, надо сходить, Василий, купить банан, да и все. Выход, по-моему, простой из этой ситуации. Да ты не то берешь, мужик. Кстати, читал то, что самое адекватное типа цвета мочи, как бы он должен быть более прозрачного цвета. Если у тебя она темная, то это хреново справляются почки с очищением. Какого ты знаешь вкус банана? Может быть, ты ел желтый снег. Так, нет, хочу шито. Хранилище руды. Хочу сюда залезть. Туда мне, наверное, еще не надо, но давай залезем. Любопытство не порок. Мне еще мама учила. Оп, рубиновый, нихера голубей. Самый редкий коричневый. Доктор, приятного аппетита, да. Извини, что мы тут про мочу начали разговаривать, но а что поделать? Надо познавать всю глубину наших глубин. О, какое-то сообщение завалили. А зачем они его завалили так ящиками? За что-то запрещенка какая-то? Получено сообщение службы безопасности.
Охрана? У нас тут какой-то урод по имени Харрис ворует из хранилища руды. Доктор Мерсер прислал меня за осмием, чтобы завершить свою работу. Мне все равно послал бы тебя Бог всемогущий. Вы получаете прибыль с отцесса, мы остаемся в проигрыше. Бог? Так что можешь положить это осми, или я сломаю тебе руки. Я работал с такими людьми, как вы, на Эгиде-7. Они крали мои силовые узлы, оставляли меня рыть без света. Эй, отвали от меня. Но когда они бросают тебя в темноте, это не пустота. Обелиск нашептывал там свои откровения. Теперь я их понимаю. Ты хочешь услышать? Внимание, неподготовленный персонал не должен использовать костюмерный киоск. Нет, стой, пожалуйста. Я сказал, пожалуйста, когда меня закрыли. Тоже кричал. Обещаю, что не буду смеяться, как они. Внимание, костюмерный киоск загроможден. Возможны серьезные травмы. О боже, помоги мне. Короче, кто-то у них осми, крысилка. Его сожрали, вот и все. Вот и вся эта. Что там считать? Ага. Как делать сникерс? Ну, это надо к кондитерам обратиться. Нет, кстати, ни разу такого не было. Один раз пытался медяхи кусочек вынести. Ну, в смысле, блин, там комочек небольшой. Ну, что-то мне так стрёмно стало. То, что, ну, блядь, что ты делаешь вообще? А если тебя спалят с металлоискателем? И за кусочек меди как бы можно улететь. Да ну нахер, я, короче, даже не стал пытаться. Я там, то, что мы тут медяху, короче говоря, накомкали, я ее просто челу отдал и все. Ну, нахрен она мне нужна. Спасибо за donation. Thank you for donation. Алекс, тебе на эскимо с желтым вкусом, пожалуйста. Колосом Стьюи, вот и рукава подъехали. Спасибо. Спасибо, Серый. А так вообще, как бы, у нас, по сути, даже и и воровать-то было в цеху нечего. Но я бы все равно бы не стал, даже если было бы что. Вор должен сидеть в тюрьме. Как там это? Ты журик, а ты не воруй. А тут кто-то тут недавно донат скидывал, вчера что ли, или позавчера. Так что я посмотрел рукава немного. Опа. Вот что бывает, кто ворует. Не дополз, бедняга. Кончился прям там. На всякий случай, это вдруг станет. Надо его разобрать по частям. Я хоть туда иду-то? Ну да. Вон и магазинчик подъехал. Что такое вообще? Ага. А зачем она туда затягивает эти камни? Это типа по переработке что-то? Тихо. Кто-то ползет ко мне. Я прям слышу с правой стороны, вот там он где-то. Вон он, гаденыш. Что происходит? Один другого ест? Серьезно? Что это с ними? Каннибализм? Бля, вот этот быстрый. А вашу маковку ты сдохнешь, нет? Бля, этот он меня грызет, по-моему. Да, отвалите его. Было не было. Ну давай что-нибудь, отрывай ты конечности какие-нибудь. Блядь, он перезаряжаться начал. О, пришпандорил его. Я отвалился. Бывает. Я его палкой-то и не бил.
Нет, я это видел. Просто такое ощущение там было. Я же мелкого-то этого не заметил, который подлетает. Я смотрю то, что вроде один бежал. Потом он раз как кого-то начал жрать и дальше на меня пошел. Ну тут еще маленькие, кстати, враги новые добавились. Вот, вчера под конец стрима разговаривали об этом. То, что с этого, с старой игры Cold Fear. Такие красные сикарахи на тебя ползли. Тоже мерзкие. У меня почему-то от них всегда мурашки по этот ползли. Что за игра? Dead Space ремейк. Нет, я потом укажу. Это личное. Это слишком интимная штука. Микрофоны кусать и все такое. Так, я точно тут не это? Никого? Не пропустил? О, соточка. Мелочи приятно. Туда нужно батарею запихать. Давай, наверное, сначала батарею, а потом это, сохранимся. Тогда она же там еще этот, как его... Ну, одна из немногих была с хорошей русской адаптацией. Колымбаха. Отличный ник вообще, шикарный. Да, я купил. Купил на сайте за 150 рублей. Стимовская версия, если что. Ник, возможно, есть коричневый. Бля, вспомнилось, как мы еще малые, что-то помню, ходили, какое-то серое говно, блядь, пинали ногами, которое уже в порошок, блядь, просто было высохшее. Жесть какая. Не боялись даже за обувь, то что она будет потом фонить. Вопрос на засыпку, куда делось серое говно, почему его теперь нет? Его кто-то жрет? У нас скоро это тоже будет. Потом начнутся всякие субботники и так далее. Работников комбината берут. Вот, бля, мелкие уроды. Твою мать. Да отвалите. Ай. Работников комбината, короче, разделяют по разным участкам и отправляют на разные определенные участки города. Они убирают. Типа, за каждым цехом закреплен свой участок. Я помню, что у нас на старой работе возле Клементины был участок из Сокольников. Но я не ходил убирать, так как машинистов много не это. Ну, машинистов было немного, и поэтому отправляли там таких, кто на дополнительном выходном, у кого там еще какая-нибудь хрень. В гриндерах можно было. Да, кстати, в протектор гриндера до хрена этого говна, блядь, затекало, потом пиздец палкой стоишь, выковыриваешь возле подъезда. Меня-то по-любому уже не будут дергать в любом случае. Да к тому же должность другая. Я могу только в карьере говно выбирать. Доп. Работу, а в смысле какую? Помню, как узнал, что любитель, ну, видимо, озвучку вторую часть, я капец как это ждал, вышло не без греха, но в принципе нормально. Тут вот недавно сказали то, что ремейк, вот этот вот ремейк будут озвучивать профессиональным дубляжом и все такое. Но в принципе я вот на этих субтитрами играю, как бы вот локализация тоже локации есть, как бы вполне нормально. Пойдет, чё же нет-то. Титры пока не озвучат, но как оказалось, то что то, что озвучка у них вроде как времени долго не занимает. Значит, уже они начали над этим работать, не собирая еще деньги на Кикстартере. Они уже начали это заранее делать. Видимо, знали уже то, что по-любому бабок занесут. Да какие в жопу ты чё, если на ультра настройках у меня видюха закипит. Да, материться можно. Я поставил то, что все запреты разрешены.
все сообщения. А что, все настолько плохо, то что надо материться? Здесь матом не ругаются, здесь матом разговаривают. Тик. Что там статус системы захватов астероида? Ой, я, кстати, помню вот эту вот загадочку. Что-то надо сейчас будет крутить, вертеть, там вот эти вот полуоси, какие-то планеты, там что-то такое. Наверное, желтый снег по вкусу желтого снега. Не исключено. Я вот не рискну попробовать, но кто попробует, скажите потом, как впечатление. Так, наконец-то удалось что-то сделать в системе международной палубы. Достал маяк? Нет, и пусковые трубы закрыты. Мне нужен X администратора, чтобы открыть их. Начальник палубы, управляющий Даллас, он на технологической подпалубе. Также засекла активность X Джейкоба Темпла. Вспомогательная палуба для технического обслуживания. Может быть, он оставил там чего-то там. Остается только надеяться на что-то, неисправности, ловушки. Ну, понятно, короче. Иди в другую сторону, стопудово. Крутил, вертел, засовал куда пошел. Ты о чем, Василий, ты меня пугаешь? Или, допустим, да, Маргариту сделать с желтого снега. Можно даже при желании захерачить какой-нибудь свой собственный Маргаритовиль, как у Рэнди из Южного парка. А, потом, значит, надо будет крутить. Но обязательно они эту тему разовьют. Сейчас просто эту штуку не запустить, потому что у тебя какого-то доступа ключа нет. Видишь, тут же эти вот нововведения с ключами. Я, кстати, прочитал про побочки. Побочки надо закончить до конца 11 главы. Чтобы, типа, они расширяют немного вселенную, которую в первой части тебе пытаются лор навязать. Вот. И так как сейчас не везде есть доступ, поэтому надо где-то делать между 10 и 11 главой, как бы, все побочки. Ну, сейчас еще пока 7 глава, так что можно пошарохаться по сюжетке. Пепси желтого снега могут вполне. Из желтого снега вообще все что угодно можно делать. Можно им водку зализывать. При желании. Серьезно? Мне опять назад? Что написано? Фанта, блядь. Ну точно. Че я там хоть пидорубликов-то накопил? На патроны хватит. Че? Так, магазин. Стой, вот это хорошо. Продать, естественно. Скоро реально на патроны хватать не будет, придется почку азика продавать. Слушай, 3 соточки можно патронов нахватить. Добро. Уринотерапия. Бля, тут как-то этот, как он смотрел, как же она. Дорогая, мы убиваем наших детей, короче, и там тетка своего пацана, короче говоря, уриной поила. Вообще от всего. У тебя насморк, бахни мочи, короче. Она что только не делала. Там яйца что-то... А, себе она яйца поэтому по голове выкатывала. Там с утра и вечером. Домового что-то кормила. Там какой-то херней, короче. Вот, а пацана уриной лечила. То есть какая вообще. Окей, мама, у меня зуб болит. Попей мочина. Ошибись вообще. Во что-то, ну да, вот мы тут рубились с пацанами в этот, как он, как же оно, Вальхейм недавно лобали. За бабки глотнут твоей мочи. В смысле, ты им платишь деньги, они твою мочу пьют или что?
Кто кому должен заплатить, чтобы вкепать мочи? Если что, я могу, короче, с севера мочи прислать. Северной. У нас вода почище, так что, наверное, заебись будет. Андрей Бусов, привет. Дела? Да, замечательно. Пытаемся вот тут патроны экономить. Как у тебя? Че весенний? А, ты все про это? Яна, тебе серьезно это заботит? Что за жесть? О, кстати, у меня тут сосед долбит сверху. Дрючит потолок. Ну, у себя пол. Бля, вот почему эти сверчки заводятся вечером, а? Он же сейчас, наверное, до 9 хер угомонится. Я на него последний стазис бахнул. Слоумо. Кстати, непонятно сколько. Главное, лишних патронов в него не вхерачить. А то непонятно, сдох он или нет. А ты до сих пор можешь его стрелять. Проходил Atomic Heart, да, я его прошел. Но мне не понравилась эта игра. Какой-то он, ну не знаю. Кстати, этот как он. Прошел я, оказывается, его на более лучшую концовку. Я не мог до тебя дозвониться, ты найдешь? Ну и ладно. Херня это все. Давай завалы разгребать лучше. Мне ж сюда, правильно? Да. Безопасность начинается с командной работы. Это типа про галлон двойной голландский штурвал имеется в виду. Тихо. Что-то тут подозрительно. О, сундучок. Бля, ну темень, конечно, порой вообще жесть. Бля, вот сюда сбегать. А мне туда и надо. Угу. Слушай, это получается коридор круговой. Вот то хуйня, что это хуйня. Короче, я понял. Идем по теореме Эскобара. По аксиоме, точнее. О, здрасте. Бля, тихо. Я оружие то выложил. Для них, которое самое эффективное. Бля, придется их так валить. Че, он лопнет? А. Такие рваные. Блядь, и мелкие утырки вообще. Они жесткие. Не вижу. Когда патроны кончились. А ваша мамаша чем бы им долбануть-то? Где-то пушка была козырная. Тихо. Не то. Ну это как бы тоже прикольно, но я зря, конечно, на рядовых врагов так делаю. Блять, мелкий утырок все равно догнал, а? Вот хоть один, но наберется. Нет, ну. Да давай, Азик, ну беги ты, блядь. Ребята, ваше сообщение прочитаю. Мне тут чуть-чуть ебут. Всё. Серьезно. Давай, топ немножко моя. Все просрал, короче. Да надо было баллоном кинуть, ну тоже, когда у тебя этот, блин, паника какая-то начинается. Последнее, что ты вспоминаешь, то, что можешь швыряться, это кинезис. А, кстати, не всегда тоже тут, видишь,
Не всегда ты можешь что-либо притягивать. Ну, баллоны я видел, да. Затупил, к сожалению. Сейчас патроны закончатся, вот там по-любому накидаемся и баллонами, и всем остальным. Будем импровизировать. Ага. Не туда. Нихера он прыгнул. Ну, притягивай ты что-нибудь. Блять, да заебись. Я его в него трупом кинул. Пизда, и у меня не осталось ни хера. Ну что это такое? Ах ты уёбок. Где он? Вот в этого точно надо чем-то швырануть. Так. Бля, да они тут со всех сторон просто. Да твою мать. Быстрее, Айзик. Ну тут. О, попал. И раз-два я попал. Лестницей. Ну давай хоть чем-нибудь кинь в него. Чего, блядь? Кто меня сейчас за... Этот, наверное, плюнул в меня, да? Ёбак, блядь. Тут когда каша из трупов и на тебя какой-нибудь утырок идет, не всегда ты можешь что-то адекватное вцепиться, ну, притянуть к себе, чтобы треснуть. Он бывает всякие там эти мелкие там запчасти, типа какой-нибудь крышки притянет, еще что-нибудь. Вот это вот, допустим, флык лежит. Вот он как бы норм. Его можно. Я, кстати, даже, пожалуй, с ним пройдусь. В принципе, да. Нормас, я бы вообще это в целом переиграл. Хотя бы знать, что будет. Вот так прям, с клыком. Бля, не пройти, что ли? Че, он такой жирный, что ли? Ебать ты, Винни-Пух. Там место еще, там 4 таких азика поместится. Зеленый снег. Я такого не видел. Может быть, это с васаби? Так. Где-то тут они дошли. Кстати, тут же этот. Не забываем про рандомную генерацию врагов. И тут может и не быть. Ладно. Мелкие все равно... Да, мелкие все равно бегут. Могли бы сгореть, кстати, для приличия. Давай, 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 беги. Так, давай на втором кругу сейчас с этим баллоном в него. Все равно ползет. Окей. Тушкой. Похер ему эта тушка. Еще чем? Да, я в него деньгами бросил просто как в шлюху. Что это такое? Крышка какая-то? Да похер ему на нее. Ошметками. Да. А вот это что, кстати, за лампа? Я вот не помню. Я помню, они... А, это стазисная лампа. Я их помню, кстати. Они были в первой части в оригинале. Но я не помню, что мы их как-то кидали там что-то. Это все, что с них выпало? А, ну кредиты там я подобрал. Сколько? Я уже не помню, сколько их там штук еще нападало потом. Вон еще ползут. Он застрял? Блять, там меня сзади долбят. Да вашу мать, они мне между собой зажали. Ебучие.
Да быстрее беги, ну в чем дело? Блять. Он, короче, заглючил, он не бежит. Пошел нахуй. Да. Они появляются, короче говоря, в этом коридоре, надо сразу валить направо. Какой бывает снэк? Татьяна, ну, наверное, загуглить надо. Или тебя забанили в гугле. Может, по нему ящиком пизда. Интересно, сколько урона этот ящик нанесет вообще в целом? А, теперь Азик у нас проходит. Как это работает? Вот пошли ящиком драться. Где этот жирный утырок? Вон он. Да похер ему этот ящик вообще. Ну. Иногда почему-то персонаж перестает бежать. Как правило, очень неуместно это он делает. Потом успею ему ебасос написать. Не успел. Ну такое. Блядь, не вижу, он живой. Давай, 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 давай. Готов. Я не знаю. Они могут, короче, иногда, если у них какое-то препятствие есть, допустим, закрываешь перед ними, ну, перед носом дверь. Они херак просто в вентиляцию забираются и идут уже тебя где-то сзади пасти. Ну, тут как бы вполне адекватный искусственный интеллект. Короче, тут его просто, ну, возле двери не оставишь. Как бы. Он тебя по-любому найдет. И херово то, что он всегда, если у тебя есть более вкусные аптечки, он сначала самую вкусную сожрет, а не самую маленькую. Не экономненько. Подожди. Тут же, да. Тут вот так можно пройти. Спасибо за подписку. Да откуда он там взялся-то? Он что, рандомно появляется, я не понимаю. О, сейчас мы его... Вот так вот. Самое козырное это... Не то. Самое козырное это вот их клешни. Слушай, а ты что, можешь из одного выдирать эту клешню и во второго кидать? Запахнет хорошей экономией. Подожди. Не то. Что, весь мусор тянет к себе. Где мой мусор? Ну, он сейчас так и будет это мясо перетягивать туда-сюда. Подожди, давай что-нибудь поэффективнее поищем. Херово, что они быстрее к тебя, блядь, бегают. Так, ну, дружок, тут в гадалки не ходи, надо бахнуть. Да ладно, и у него... Я думал, в нем вообще ничего не будет. Хотя бы соточку дали. Ну, закусон.
Можно ее сложить несколько раз и под губу себе запихать. О, где-то тут патроны были. Вот. Сколько, кстати, их? 12. Ну, нормально. Главное, ничего не пропустить. Там, кстати, последняя еще лампа осталась. Тут еще, видишь, какая штука получается. Они тебя часто... Покиньте эту зону. Тут они тебя часто по одной и той же локации шатают. Ну, в смысле, туда-сюда ты ходишь по этим локациям. Вперед, назад и так далее. Лута у тебя в этих локациях не добавляется, но враги могут быть. И поэтому иногда лучше, знаешь, в загашнике тут что-нибудь оставить, здесь что-нибудь оставить. Вот самое оптимальное клешню из них выдирать и херачить им и басос. Вот это будет богоугодная хуйня, я отвечаю. А так пригодятся, я думаю, лампы. И еще. Ну знаешь, когда на тебя 2-3 противника летит, конечно, уже похер, лишь бы хоть чем-то отбиться. Кстати, куда идти-то? Ага. Вот этим вентилятором, кстати, может тоже неплохо, мне кажется, прилететь им. Чё, кого? Вон он. Вроде ударил сильно, но особо ничего такого мне не задамажил. Давай мне что-нибудь выделим. Вот это. Вот, самая эффективная штука. Сейчас еще будут, по-любому. Если они тут умудряются даже в хабе на тебя напасть. Окей. Чик. Кредиты. 5 бабки. Ну, что и требовалось доказать. Почти нашли. Быстрей. Не из каждого, кстати, можно клешню выдрать. Но лупит их неплохо. По крайней мере, сбивает с ног. Сколько денег ты принес? 2400. Ну давай возьмем. Бля, полтинника не хватает. Какой полтинника? 75 не хватает. Нет, так дело не пойдет. Нужно ему костюм оленя одеть. Потому что порой он просто как олень действует. Не знаю, что за хрень, но когда какие-то лютые ситуации, он просто перестает бежать. Вот, теперь по фэншую. Эх, вот ты какой северный олень.
Еще когда он идет, ручки так плюп-плюп-плюп-плюп двигаются. Гарно же. Да ладно, чем мне в эту дырку? А я вон туда хочу. Бля, не пролезть. Да сейчас клешня, наверное, не пригодится, тем более в невесомости. X-администратор должен быть диспетчерской обработкой. Дверь диспетчерской не откроется, пока гравитация не восстановится. Но система не восстановит гравитацию, пока там обломки. По крайней мере, обрабатывающий луч все еще работает, будь наготове. Вот, по-моему, здесь надо что-то будет крутить. Или позже. Вот эти вот полусферы, как бы. А где то, что выпало? Я вот ненавижу, когда я в невесомости ящики те разбивать. Но патроны тоже жалко на это тратить. Что за микро? Хайперкаст. Что это такое? Бля, ну где-то же... Где-то же то, что с ящика выпало, куда-то же оно должно... Блять, было... Вот оно. Хера ее как гравитация поюзала. Все, ящика. Ничего больше нету. Ладно, полетели. Летающий олень. Вот это, конечно, жесть. Также может просто колпак полететь нахрен. Думаешь, камень надо кидать? Я думаю, не все так просто. Давай попробуем. Аномалия уничтожена. Да, слушай. Ты вспомнил, как эту миссию проходить? А между прочим, игра выходила на минуточку в 2008. Ну, оригинал я имею в виду. Короче, ты понял. О, как же без замеса. Он тут уже замес на меня ползет. А ты, кстати, в каком году-то Вачак я проходил? Блять, долетался. Я забыл то, что там за спиной у меня немножко горячо. Рога себе подпалил. О, у меня опять сверчок проснулся. Потолковый. И... Well. Да, я думаю, где-то в 9-м, в 10-м ты проходил ее. Я помню как-то. Помню, как-то мы еще не очень. Согласен, да, не все олени хорошо летают. Не, слушай, если ты один камень туда зашвырнешь, то никто, не видишь, не появляется. Надо, походу, все туда закидать. Я смотрю, может, чем поживиться пока можно. Нихера. Ладно. Аномалия уничтожена. И вон там третий камень. Бля, не резкий понос просто. Бля, я сейчас опять туда ебанусь.
Давай-ка, наверное, к стенке как-то прижмемся. Попрыгнул еще на меня. Давай, 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 давай. Где он? Попал. Ну надо же. Подожди, он там явно был не один. Он малой еще крадется. Че этот сучонок свои эти кудри расправит. Ну давай, давай, давай. Сразу же улетел. Вообще добро. Там еще один есть. Просто почему-то он до него не нападает. И, кстати, где он? Бля, самое отстойное, наверное, в этой гравитации. Иногда путаешься вообще. Потолок это или пол. Так а чё, где он? Вон он. Ну-ка, мы можем стоять. Ну, мясом-то у него кидаться вообще. Блять, было не было. Не экономненько, но нормально, слушай. Они даже уже, в принципе, с прокачанной винтовки неплохо отлетают. Я думаю, это все. Аномалия уничтожена. Окей. Еще какие-то камни есть. А я его сейчас даже пью. На работе до хера приходится чая выдувать. Потому что, ну, чтоб хотя бы иногда погреться. Еще один. А, вот он. Че же я туплю-то? Но сначала меня вот этот сундучок интересует. Бамбуриков чуть-чуть. Ну ладно. Какой? Черный. Черный в основном я пью. Черный и, ну, 2 ложки сахара. Зеленый уже, по-моему, 1000 лет не пил. Бля, я случайно взял и сожрал большую аптечку. Да? Ну точно, блядь. Твою мать. Я сожрал большую аптечку. Зеленый да на минералке. Кофе. Не часто кофе пью, потому что у меня потом и так со сном проблемы из-за того, что по сменам работаешь, потом, блядь, спать херово. Потом нервы еще начинаются всячески. Короче, решил от кофе отказаться. Так иногда, допустим, там где-то раз, ну, наверное, в неделю, может быть, 1-2 раза кофейка бахнуть. И все. Вон понеслось. Со всех щелей просто. Давай, 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 бегом. Блять, всех нацеплял. Вот олень. Вы что, прикалываетесь? О, вот я говорю то, что очень зря сожрал эту аптечку. И он сзади, бля, крадется, ну точно. Бля, вот как мне его обойти? Да, съедули. Ну и чё, мне заново камушки кидать, да? Так они тут со всех углов прут. Как, ну смысл я их натащу, а дальше-то что?
А тут баллонов-то 2 штуки, наверное. Не больше. Это просто надо все делать по разъебисти, вот и все. Вот один баллон. Они же, видишь, ты гравитацию выключаешь, и они падают, да? Слушай, ну да, походу ты прав. Главное, чтобы он дальше никуда не улетел. Вот, приземлился. Окей. Можно хотя бы... Не так как его. Не прям все баллоны, но... 1-2. Ты же по кругу будешь бегать, правильно? Вот. Да, тут 2 баллона всего. Типа на каждом углу можно поставить баллону. И если ты начинаешь оттуда, то давай тогда вот сюда мы его этот поставим. На этой неделе будут ли стримы? Сегодня у нас что, среда? Да, будут. Я еще пока в отпуске, так что стримы будут. Буду стараться стримить каждый день пока что. Вон еще 3-й баллон. В апреле отпуск заканчивается. Там уже придется стримить только в выходные. У меня... Слушай, я так и не понял. Надо начальнику позвонить. Потому что он там что-то с графиками пока. В итоге, по сути, знаешь, никто толком не знает, когда мне что, куда. Ну, факт в том, что точно апрель. 1 или 3 это, я думаю, уже особо не принципиально. И скорее всего сразу же на станке. Давай-ка мы по разъебиси тут побегаем, полетаем. Где этот? Вот этот вот. Злодей, блядь. Точка, задел все равно. Пошел нахуй. Пошел нахуй еще раз. Так, ну окей, я его замочил. Бля, ну мне с него ничего не выбить. Я хер его знаю. А, это... Подожди. Потолок. Потолок найден. В смысле... А, чё это их много тут? Блять, еще кто-то долбанул. А, вот этот девчонок мелкий. Я что-то не понял, а почему их двое сейчас было? Вот эти, которые на скорпионов похожи. Аптека. Да, наверное. Ты же, получается, какого собираешься уезжать? Что-то в апреле, да, там, по-моему? А только какой вопрос, ну, вопрос в том, то, что потом в какую мы смену оба будем работать. Сегодня поедем, числа 3-го приедем. А, ну, не, мне кажется. Мне кажется, 3-го мне уже выходить. Ну, заранее не поздравляют, но если что, считай то, что я тебя поздравил завтра. Сколько тебе исполнится? Не то. Кстати, количество камней вон там пишут. Краешек. 17. Нежный возраст. Все. Она, можно запускать, но... А, нет, тут закрыто тоже.
Так, ну чё, баллоны на месте. Вроде все. Клешню бы у кого оторвать. Заходи. А что ты день рождения не собираешься отмечать? Зря, наверное, да, в эту сторону побежал. Ну точно. Ну, давай кругаля бахнем. Тихо, тихо, тихо. Слушай, ты с утра день рождения... Блядь. Ебано, они лезут просто со всех щелей. Не получится, походу надо на одном месте тут стоять и отстреливаться. Так подожди, ты что, собираешься день рождения с утра отмечать? Ну, с утра отмечай день рождения. Надо вечерком. Entering zero gravity. The administrator's rig should be in the processing control room, but someone triple failed them. The control room door can't open till gravity is restored, but the system won't reset the gravity while they're... Короче, хрен с ним, с этими ящиками. Давай побыстрее. А то не факт, что опять получится все. Жалко, врагов нельзя стадисом швырять. Я бы их того самого. Где он? Бля, не понимаю, где он. Где этот сволочь? Вот, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ученый. Так, он еще живой. А че их так много-то, подожди? Я же вроде убил одного. Так, это жопа, нахуй. Но в этот раз на меня сразу 4 напало. Ну, можно, конечно, попробовать, но видишь, я же типа что, зря качал винтовку. Хер знает. Смотрим. Бля, ну с этой гравитацией, конечно. Гравицапа. Земля в иллюминаторе. Где-то тут ящик летал. Я не помню, где он. Вот. Блять, ну один все равно сядет. Ну давай, стреляй. В чем дело? Есть же еще 2 патрона.
Нифига. Хотя нет, наверное, не получится добить. Но будем рисковать. Да, хватило 2 патрона. А почему их сейчас меньше? Кстати. Почему их сейчас гораздо меньше, чем было? Может, не до конца еще все вылезли? Хотя нет, не должно быть. Но мне туда. Они же вот тут вот с каждой просто двери вылезали, пока я бежал. Они же поэтому меня и завалили. То, что один вылезет, грызанет, второй, третий. Странно. Что у нас, кстати, по аптечкам-то? Угу, 3 маленьких. Ну, как раз все здоровье. Даже и все здоровье они не восстановят. 2 деления осталось. Ну, да, тут, конечно, народу пожиже стало. Вот любят они вот в маленьких коридорах закрыть тебя с какими-то уродами. Чтоб ты просто отбивался, вот, ну, когда у тебя враг вот так вот стоит перед тобой просто. Вроде все. Бля, тут было 2 ящика. Почему-то в этот раз его нет. Может, не за этот, как его... Не зарезался или свалился куда-то. Пофиг. Дальше. А вот как раз то, что я ищу, да? По сюжету. Чик. Чик. Давай журналы пока пособираем. Управляющий Даллас, последняя запись. Я убедился, что они не смогут покинуть эту палубу. Но я тоже не могу. Я видел, что они делают с телами. Вот что они во что они превращаются. Я не могу допустить, чтобы это случилось со мной. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу никого убить, когда я заражусь. Жесть какая. Пожалуйста, передай Доун и детям, что я их люблю. Отцепилой, короче, конечности отпилил. Типа пока был в сознании. Давай, еще чуть-чуть. Давай, мужик, еще немного. Кстати, вопрос. Хорошо, он отпиливает себе одну ногу, вторую ногу, отпиливает руку, но остается еще одна рука. Как он ее будет отпиливать? Получается, он даже если превратится в мутанта, в некроморфа, то с одной рукой он уже может навредить. То есть, получается, чувак сам, ну, как бы зря страдал, что ли, получается, так? Как он себе последнюю руку отпилит? Ртом? То есть он пилу задержит ртом и будет себе плечо пилить? Не знаю, мне кажется, он скорее просто, даже уже, наверное, на второй ноге просто от болевого шока, блин, вырубится. Нереальная херня, как бы. Если не вдумываться в эту ситуацию, просто жесть, конечно. Особенно, когда там они там пишут то, что он там себе зубы выдирал. Вот, теперь у меня есть 3-й уровень доступа. И походу это последний.
Мастер-ключ тебе дают, скорее всего, на... Ну, после полного прохождения. Я, кстати, хорошую пушку потратил. Почти все. Но при любом раскладе, если будет какой-то серьезный замес, мне только линять. Ну, если жирный какой-то попадется. А питание-то тю-тю. Кино не будет. Электричество кончилось. И что, никто не нападает? Да ладно. Окей. The administrator's red tape. Ну, я тут был. Got it? Я проверю под палубу технического обслуживания на наличие чего-то там. Кстати, не развивает сюжетку, что у него с женой-то. Куда она делась? А? Мелкому в глаза отстрелил просто. Да все? А что с него выпало? Деньги. Куда идем? По прямой. Найти аварийный маяк. Вот, теперь мы, короче говоря, возвращаемся в ту самую комнату, я так понял, где была планета нарисована. И что-то там будем крутить, вертеть, чтобы что-то получилось. Я же тут был, я, может, не собрал. Ну ладно. Покажи шутку. Я не всегда их умею генерировать на ровном месте. К сожалению, кстати. Для стримера это плохо. Хэммонд. Он должен быть в вентиляции на палубе экипажа. Они что-то призывают. А вот они на обелиск стоят, молятся. Прекрати это. Что? Это был обелиск? Я ничего не видел. А как она могла увидеть? У нее же радиопередача. Сигнал Хедмонда снова утерян. Просто возьми аварийный маяк. Я хочу покинуть этот хуев корабль. Великий могучий русский язык. Я к чему? Мужик пилит все конечности, он орет фак. Пишут? Блять, в субтитрах. Она говорит fucking ship, то есть она имеет в виду хуев корабль. Та-дам. Что это? А, тихо, стой, не превращай его. Ну да. Она его не превратила, зато за мной попиздила. Да откуда вы, блядь, все берете? Чё, она патронов нет. Блядь, пожиже сейчас самое то бегать.
Да не то ты притягиваешь. Блядь. Подожди. Где-то эта хрень, которая их выпускает. Вот она. А, чё, 2 баллона, что ли, туда вхерачил? Опа. Ну, давай быстрее. Подох? Да, вроде. Очень вовремя. Только у нее еще 2 щупальца. Серьезно, патроны кончились? Да вашу мать. Кого на ютубе смотрю? Чапаева иногда смотрю. Кого еще? Подожди, да, я запутался. Ну, вот сегодня, допустим, буду смотреть проходку Чапаева Resident Evil, которая оригинальную часть он сейчас проходит. Сегодня вышла, перед стримом заметил, что 6-я часть. Я так решил в памяти игру эту восстановить, чтобы потом сравнивать с ремейком, который выходит через 2 дня. Вот. Кого еще? Иногда просто щелкаю и по рекомендациям. Давай, Васек, удачно вам съездить в отпуск, всех дел. Много там не пей, чтоб тебя жена не таскала. Подворотня. Так, и у меня нету ни хера патронов. Это очень печально. Еще какое-то хранилище. Не-не-не, подожди, я туда не пойду. Ага. Вы там решили по солям удариться. Ну, не пересолитесь, короче, тогда. Короче, попадос самый натуральный. У меня 12 патронов на все про все. Соленоиды. Солянка везде. Не, соль, наверное, это жесть. Я не пробовал никогда, но это жесть какая-то. Стопудово. Вообще, наркотики, блядь, это зло. Мне туда. Окей. Кстати, чем больше я топчусь на одном месте, тем больше вероятности, что еще какая-нибудь падла сейчас прибежит. Мне бы магазин не повредил. Вот этого бы грохнуть, конечно, но не хочу последние патроны на него тратить. Короче, сохраняемся. Atomic Heart я прошел недавно. Мне не зашла она. Какая-то она сюрреалистичная. Больно. И, кстати, когда проходил еще, немного мне напомнило то, что читаешь Беляева «Человек-амфибия». Не знаю, почему такое впечатление было, но как-то так.
Бля, придется. Но они сейчас будут так вылупляться, да. Придется как-то между ними лавировать. Между выстрелами. Да, если получится. Какая аптечка последняя. Ну, в смысле, у меня вообще ее нету. Сейчас я подохну. Ага, откуда? А это же Deluxe Edition. Там костюмов 6, по-моему, за это издание тебе дают. Ну вот, я не доехал. Аптечки нет, 12 патронов, мать его. Жесть. Не исключено. По идее, вообще, вот эту сцену разработчики-то подразумевали то, что ты едешь на этой вагонетке и отстреливаешься по всем сторонам. У меня даже стрелять-то нечего. То есть я туда приеду, но у меня просто будет, ну вот, 12 патронов. Хер знает, давай пробовать, а что делать? Либо у меня просто на один удар хп будет, либо без патронов. Нет, не соляной точно. Патронов нету, они тупо кончились и все. Я хуй знает, как еще тут экономнее играть. Под каждую падлу по 2 патрона. Вот. Хорошо, вот этого мы проедем. Оп, увернулся. Ну, он не попадет. Ладно. Один попал. Кого вы мне? Блять. Я запутался, короче, с какой стороны они в меня стреляют. О, там стоит. Там себя подбил. Поздравляю. Ватсон, вы дебил. Да, блядь. Нихуя метод переебало, когда упал. Тут только баллонами швырят. У меня больше идей никаких. Просто когда ты доедешь до конца, на тебя же тоже будут нападать. Она не нападает, нападает и нападает всегда. Только вот проблема в том, что у тебя нечем иногда отбиваться. Тут иногда враги нападают просто даже, ну, как бы вообще не по сценарию, типа. Но надо думать, это survival. Тут не должно быть как бы много патронов, много хп. Первое вот тут, да, вот здесь вылупляется. Потом сразу же идет справа. По большому счету у меня, короче, 4 удара. На все про все. Завалил. Ящик сюда. Сейчас я прочитаю сообщение. Мне просто тут вообще нельзя отвлекаться. Иначе меня захерачат. Так, это не тот, блядь, ящик. Все? Я приехал? Я приехал. Любое слово.
Да ладно, жена объявилась, что ли? В натуре жинка. Что-то припоминаю такой момент сейчас. О боже, я не могу поверить, что ты здесь. Я думал, что больше никогда не увижу тебя. Это жена рога наставила. Из рук. Я отвезу нас домой. Аварийный маяк где-то поблизости. Мы можем позвать на помощь. Маяк? Верно. Они заперли его в мастерской. Но мой допуск может... Что-то там... Ну, короче, у нее есть допуск. Но дело в том, что... У меня нет патронов. Я припоминаю такую фишку в этом сюжете. Тут надо ее будет сейчас отбивать от толпы некроморф. А у меня, мать его, всего 7. Потом, ну, грубо говоря, 16. Тут 25, там 5. Ладно, пробуй. Пистолета тогда начинаем. Я могу открыть мастерскую отсюда. Николь, я так много должен тебе рассказать. Я знаю, у нас будет время, обещаю. Давай, тебе нужно добраться до маяка, мы не можем подвести всех. Вот еще какие-то патроны я собрал. Че, полетели, да? А, они ко мне идут. Так, ну минус 1. Больше пушек нету. Ну быстрее. Один там злодей уже крадется. Хорошо. Есть еще чем пострелять-то? Нет, он еще живой. Да быстрее, в чем дело? Почему это говно не стреляет? Вот. Продолжая работать, я их задержу. Было б чем задерживать. Все готово, мастерская открыта. Я никогда не видела тебя за работой. Ты как хирург с этой штукой. С какой штукой? Я верну тебя. Хорошо. Как мне добраться? Нет, сосредоточен на запуске того аварийного маяка. Там везде есть каналы. Продолжай работать. Бля, тут как-то очень странно субтитры летят. Если увидишь еще, прячься, хорошо? Клянусь, я люблю тебя, Азик. Ты сможешь это сделать. Ты вернешь все на свои места и снова сделаешь нас единым. А у этого все равно диалог висит. Продолжай работать, я их задержу. Окей. Здоровье у меня, конечно, шикарно просто. Шикарное количество. Патронов вообще понты. Магазин, что ли, какой дали, я не знаю. Хотя у меня, наверное, там денег с гулькин член просто. О. Может, игра сжалится и начнет мне патроны раздавать. Как в первых главах. Что там? Продвинутого X шахтером. Вот, наконец-то дали этот, как вам, дали 4-й уровень костюма. И он стоит 30-ку.
Проблема в том, что денег нет. Вообще, даже на патроны. Чё толку с этого костюма, бля? Я его даже купить не могу. Айзек, твой сигнал X тоже пропал. Николь поможет мне выбраться. Nicole's there. Николь здесь? Продолжай. Мы разделились, она найдет дорогу назад. She's a trooper. Она отважная, да? Я возвращаю в диспетчерскую шахту. Я запущу маячок, а ты присмотри за Николь. Assuming the system doesn't fizzle При out. условии, что система не начнет снова сбоить. Бля, надо как-то этот диалог скинуть. Подожди. Что тут? Иди-ка сюда. Чтобы я купил на 5 косарей? Да хрен его знает. Смотря что нужно. Что-нибудь полезное бы, наверное. Ну, 5000. Это не очень много. На них особо не размахнешься. Пусть у меня мужик этот повисит. Конечно, пока не беспомощных весело расстреливать. Тихо. Сейчас вот одна такая плюшка в меня прилетит, а мне хана. Ну, теперь 2, наверное, плюшки. И мне хана. Стой. Блядь. Аккуратно. О, чуть было не было, силовой этот не пропустил узел. Я что про них совсем забыл. Так, если я, короче, сюда спрыгну, то уже не поднимусь, это по-любому. Слушай, так я тут ехал, на этой вагонетке. Тогда что это дает? Ага. Это серьезно? Они эту хрень гондолой называют? Гондола, блин. Нулевая гравитация. Здесь все летают. Как в этом, как в Вано, да? Скоро и ты летать будешь. Ай, блин, я не знаю, ну что, давай тогда пылесосить сначала одну сторону как-то, потом другую, потому что, ну... Вот такие вот вещи я тут явно мог пропустить. Как и вот этих уродов. Блин, если они тут появляются, значит их кто-то все-таки выплевывает, правильно? А эти штуки затратные. Она, по-моему, вылупилась еще одна. Так, подожди, давай вернемся и вот с той стороны все смотрим. Я бы, может быть, еще бы вообще вниз опустился. Вот туда. Может там что вкусное есть. Хотя, мне кажется, тут текстуры. Тут вряд ли что полезное будет. Нет, слушай, ящик есть. Ну-ка, иди сюда, дружок. О, уже лучше. Глядишь, и до зеленой доживем. Бля, она сейчас вылупится.
Все, хана? А, нет, я думал, уже патроны кроме. Во что? Да, в принципе, все, что не приколочено. Редко играю в стратегии. Редко играю в стратегии и редко играю в шутеры тоже, в принципе. Не часто. В сути, в основном какой-нибудь экшен РПГ, хорроры. Что-то в этом роде. Вот, допустим, Resident 4, когда закончу, буду проходить Fatal Frame. Это где девчонкой бегаешь, призраков фотографируешь. Недавно 4-я часть вышла, ее локализировали, ну, русифицировали, точнее. Я пока проходил на данный момент 1-ю, 2-ю, 3-ю. Хотелось бы 4-ю и 5-ю пройти. Они как бы есть, все. Дело за малым. Бля, чуть было не было. Надо же, попал. Обалдеть. Так. Есть еще в кого швырнуть? Так вообще, в принципе, предпочтение в играх что-то вроде... Что-то похожее на Silent Hill, допустим. О, косарик нашелся. Так, и вот я, короче говоря, более-менее реабилитировался и смог отвоевать себе зеленую полоску жизни. Уже лучше. Куда надо? Наверх. Погоди. Погоди. Как... Они задолбались со своей невесомостью. Тихо, тихо, тихо. Кладовая. Это я, кажется, удачно зашел. О чем? Как раз у меня, кстати, 3-й уровень. Импульсные заряды, пожалуйста. Думаю, если тут хорошенько пошерстить, можно еще что-нибудь вытравить с этого уровня. Мужик, не ори. Я тут только это, полутаться зашел и все. Тихо, бочком. Оп. Как размножается русал. Ну, так как русалка существо мифическое, по идее об их размножении как бы ничего не написано. Но если предположить, что они существуют, к примеру, то примерно как рыбы, наверное, все-таки, так как у них репродуктивные органы, как у рыб, находятся, соответственно, внизу, в хвостовой их части, то будем отталкиваться от этого, то, что у них размножение происходит так же, как у рыб. По крайней мере, я тех же самых русалов нигде в мифологических книгах там или сказаниях, сказках, картинках, короче, я не видел русалов с членом плавающим. Иди сюда. Чё он дергает мне камеру? Мозгоч покер. Окей.
А, ну этого мужика я, в принципе, не убивал. Все, я понял. Нормально. Сохраняемся. Короче, по здоровью я плюс-минус восстановился. А вот патронов до сих пор нету. Уходил. Но игра прям держит вот тебя как-то на грани, короче говоря. Чтоб ты совсем пустым не был. Но патронов тебе настолько по минимуму дают, что ты чувствовал бы себя в полной жопе. Продолжай работать, я их задержу. А, он все, этот как его, он все не может это скипнуть диалог. Я где-нибудь поставлю сохраняться. Ну, сохранюсь и на перекуре выйти в главное меню надо. А то этот диалог так и будет висеть. Ну, что сказать, вот так вот у нас игру оптимизировали. Дима Масленников. Что-то знакомое. Кстати, вопрос был, типа, то, что я смотрю. Помнил, вот рестарт бывает, поглядываю, что у него там выходит, типа, новости игр. Что-то вроде stopgame.ru, там, подобное. Бля, даже не хочу смотреть, что там на потолке творится. Что, где он? И они, короче, с двух сторон, да, в меня стреляют. Он подох? Не подох. -1. Следующий. Главное вот так взять немножко, блять. Там еще один, что ли, прилетел. Я не пойму, или я того не добил. Кто меня дрочит тут? Пизда, патроны кончились. Кредиты. Вот нахер они мне срались, эти ваши кредиты, блядь. Я еще того, да, не добил. Где этот малой? Ну, он же где-то тут. Вон он. Тут у меня патронов. А, еще немного есть. Один патрон. Это пиздец какой-то. Что там у меня 15 патронов вот на эту штуку есть? Подожди, точно? Силовой блок. Боеприпасы для силового пистолета. Вот он, силовой пистолет. Давай-ка запихнем его хоть вот в этот слот. Ну. Пировать. Вот так. Вот. И это последние, кстати, патроны. Тех 11 можно, конечно, поберечь. Что там? Осторожно. Они прыгают на голову или что-то такое. Бля, тут все шевелится. Вот это, по идее, баг. И вон там тоже баг. Нет, я не в Москве живу, я живу на севере. Это Мурманская область.
Зрительно. Зрительно никто не нападает. Стой. Я, может, что-нибудь не проверил где-то? Не, хотя я все тут обошел по-любому. Рязань. Средняя полоса считается. Силовой пистолет штука крутая, но на него у меня тупо нет патронов. Все. Блять, куда вы беретесь-то? Замочил. Хорошо. Снова аптечка. А чё мне от нее толку-то какой мне? Я понял. И мне наверх на лифт. Так, давай сначала в магазин заглянем. Добавлена схема, шахтер, X, я понял. 35 тысяч. Ценник, конечно, конский просто. Это что? Для огнемета. Я могу... Нет, я не могу это продать. Придется барабанить эту штуку до этого, до верстака. Сука, хоть патроны на труборез этот, труборезный продавай. Какая-то жопа с деньгами. Ладно, давай берем последнее, что есть. Гулять так гулять, как говорится, да? 250 патронов. И все. Денег нет. О, слушай, а тут еще был проход какой-то. А я тут не смотрел. Блять, эти уроды полезли. Ну, да. Где он? Это там падла, это мелкая. Вон он, гаденыш. Не, ну слушай, одну жужжалку я у него оторвал. Сучонок. Сейчас, подожди. Вот он. Все. Бам. Что-то выпало с ним. Стой. Завтра стрим в 7. А вот, кстати, клешня валялась. Я обычно стараюсь в 7 часов, ну, как бы в одно и то же время запускать. Раньше стримы были в 6, но... Когда я так посмотрел, то что кому неудобно, кому там, кто еще не успевает с работы подойти. Так. Костюм. Прокачка костюма мне не особо чем поможет. Как и это. Может вкачаться в, блин, силовой пистолет, а? Так-то он прикольный. Короче, давай, силовой пистолет. Урон. Емкость. Вот так. Вот по этой ветке пойдем. Следующий просто урон будет. Наверное, на него патроны стоят как сбитый Боинг.
С одной подачи просто. Так, он их ушатывает шикарно просто. Пойдем-ка глянем, сколько у нас стоят вообще патроны для силового пистолета. Это лазерный. Силовой блок, наверное. 2400. Что-то, по-моему, я решил качать самое дорогое оружие. Хреново. Ну, в принципе, оно так-то и экономное. Как бы 2 раза выстрелил и все. А так у тебя винтовки по сотне улетает патронов, и враг до сих пор живой. Не знаю, стоит ли дело того. Давай, наверное, сейчас я главное меню. Так как не сохранился не так давно. Скипнем этот диалог, который висит. Запустим игру и пойдем на перекур. Через 3 минуты подойду. Тоже засиделся. Кто мне нравится из животных? Не знаю, раньше рыбки были у меня. А так вообще, ну, не знаю, прям такие типичные животные, типа собак и кошек, ну, не знаю. Они есть у всех, как бы. Поэтому не горю особо желанием их заводить. Со собаками надо много ухаживать. Такие вредные, ну, лично по мне. Ладно, давай перерыв, сейчас подойду.
И поехали дальше. Кстати, у меня еще открылся доступ к складу. Хорошо, там могут быть патроны. Зрелище, конечно, не из приятных. Плюс один узел, отлично. Да, я взял поэтому по баллону долбанул, взорвался. Маленькие глаза. Что ты не видишь в них? Такое, по-моему, он написал. Все, ходим. Короче, денег мне немного дали. Я аптечку. Не густо. Так, а что мне к этой панели? А, вот к этой панели. Доступ администратора предоставлен. Подготовка труб для запуска. Да, все искрит. Ошибка, пусковые трубы засорены. What was that? Что это было? Актера должно быть заминировали и пусковые трубы. Теперь их только Wow, that's great. очищать, короче. Но это замечательно, мы не можем просто выбросить. Должно же быть что-то. Астероид, то, что в горной бухте для What выплавки. about it? А он, если я прикреплю аварийный маяк к тому астероиду, затем запущу его вдали от корабля, мы получим чистую трансляцию. Get yourself killed. И ты бы дал себя убить. Оборудование все еще работает, Айзек. Тогда это, вероятно, не позволяло им проникнуть внутрь. Лучшего момента не будет, Кендра, я сделаю это. В общем, нужно трубы эти прочистить чем-то. В универе я не учился. Или ты про сериал вообще? Уничтожить, короче, сколько? Ладно, пошли. Да ладно, и лифт не работает. О, Аша. Придется еще раз сохраниться. Бля, вот стоит ли? Их надо... Падла, а он у меня запустил чем-то. Взорвался, да ладно. Ну хоть с 2 выстрелов. Скотина это сдохла. Ай-яй. Ай-яй-яй. Давай, 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 давай. Куда-нибудь. Не вижу, блядь. Рога мешает. Не хоть выпало что-нибудь. Сотня всего. А с этого тоже сотня. 4 патрона, да? 4 патрона я потратил, чтобы просто заработать 200 монет. Такое себе. Нечестный обмен, я бы сказал.
Ладно, пошли дальше. А где батарея от этого? Батарея питает лифт. Ну где он? Куда они батарею-то запихали? Подожди. Либо я не вижу всю картину в целом, либо лифт заработает, когда я подойду к нему. Что вряд ли. Куда они батареи, правда, дели? Ладно. Не работает. Логично. Вариант еще эту батарею можно выдернуть из того лифта, когда я его вставлял не так давно. Можно ли таскать предметы между комнатами? Вот это я могу выдернуть? Ок. Включаем. Тащим сюда. Да, предметы можно таскать между комнатами. Нормально. Я думал, какой-то геморрой будет в плане том, что ты как бы не можешь манипулировать, если у тебя что-то в руке. Не можешь манипулировать дверями. Или дверями. Хрен знает, как правильно. Не придешь на стрим в субботу. А я вот не знаю, будет ли он в субботу. Но завтра, наверное, будет. Скорее всего, даже завтра будет. Ну, до субботы у нас далеко. Сегодня у нас что? Среда еще только. Куда? Угу. Если показывает маяк туда, значит вот сюда зайдем. Куча стазиса. Тихо. Но всякий. Никто не будет вылезать. Точно. Снова бабки. Задолбали они деньгами этими кормить по сотке. Чтобы патронов дали. Вот хоть так. Все вроде. Вроде все. Пожалуй, эту штуку с собой захвачу. Вдруг какая падла нападет, сразу в нее швырнуть. Какая погода? Ну, сейчас где-то минус 5 на улице. Ну и снега полно вообще. Прям овер дохуя. Он еще и метет периодически. Ну, на севере весна такая. У нас весна наступает, ну, дай бог. Дай бог, где-нибудь в апреле снег начинает таять. Но к маю, как правило, уже все растаивает. Но бывает такая погода где-нибудь начало июня. Числа 3-4 еще снег бывает идет. Тут же тает, конечно, но все равно. Но в мае еще местами снег лежит у нас. Входим в зону невесомости. А че он не входит? Вон, зашел. Снова невесомость. Ты придумал план. Астероид удерживает несколько гравитационных полей. Нет никакой аварийной блокировки. Придется вырубать их сложным путем. А затем остановить что-то там. Но уже это должно сработать. Вот я приблизительно эту миссию помню. Мы сейчас на этот камень полезем, кстати сказать. Тут
будет проблема в том, то, что вот эти штуки, которые перемещаются, вот эти вот, они тебя убивают. Хреново, что тут еще и враги на тебя лезут. Короче, дело будет непростое. Храниться бы где-нибудь. Ну-ка, иди сюда. Нет, не ты. Вот ты, иди сюда. Вот. Сначала давай-ка почистим тут все. И... Снова немного деньжат. Что там, кстати, у вас? Как погода-то в Рязани? Вот Серега говорит, то, что в Москве у них тут уже все растаяло. Весна. А мамке тоже звонила, она говорит, у них там тоже прям тюльпанчики всякие цветут и так далее. У нас тюльпанчики пока только продают за бешеные бабки. Так, ну вроде все. У вас сугробы по колено. Ну, у нас примерно так же. Местами даже, наверное, и по пояс. Ну, где-нибудь в лесу. Угу. Вот таких захватов, если я правильно понял, их 4 штуки. С одной и с другой стороны. Есть стазис на батарее. Так, сейчас я соображу. Видимо, без снега была. Но у нас какая-то часть зимы тоже было снега не очень много. Но потом зима реабилитировалась. Так, окей. 18 патронов есть. Теперь мы эту штуку замедляем. Бля, вот, и вот эти вот все, которые штуки светятся, их надо будет, ну, пострелять в них. А, в одну только? Я понял. И сразу замес начался. А, вон они ползут со всех щелей опять. Ну-ка, дружок, он по-любому уже ко мне как-то подойдет. Он один, он второй. Ну, быстрей. Подох? Нет, не подох. Теперь подох. А со второго там ничего дали. Тоже сотку. Задолбали со своими сотками. Вроде все. Короче, потихонечку надо будет. По одному. Сколько патронов у меня? 3 штуки. Да уж. Ладно, давай наверх. То есть, точнее, мы сейчас потолок сделаем вот так. Вот, мы сейчас пол сделаем потолком. Луна похожа на лицо. Нет, не, ну как бы не думал об этом в этом ключе. Почему я не могу приземлиться?
хотите. Не попасть. О, попал. На последнем патроне попал. Некоторых людей иногда называют лунолицами. Не знаю почему. Я не могу вспомнить почему. То ли у них лицо бледное, то ли что-то такое. Так, и что тут у нас по врагам? Нет врагов. Хорошо. Давай-ка мы стазисом заправимся и попробуем сохранить игру. Будет отлично, если мне позволят это сделать. А то можно в тайминг этой штуки не попасть, просто подохнуть на ровном месте. Ну точно. Тебя, чувак, тут не хватало. Да сдохнешь, наконец-то. Сейчас еще будут по-любому в этом коридоре. Что это? Кладовая, по-моему, да, была? Да. Аккуратно. А что так далеко сохранение-то? Почему у смурыков нет детей? Нет, не знаю. Может быть, потому что они размножаются как-то в сказочном. Да, от него стреляешь, ему похер просто. Да, все патроны просто на него спустил. Вашу мать. Ну да, мог бы догадаться. Смотрела такой мультик, называется «Робоцып». Там бывает над смурфиками прикалываются. Ну там вообще как бы мультик просто про все. Про всех, наверное, знакомых нам персонажей. Вот. Довольно такие прикольные шутки бывают. Правда, мультик, естественно, 18+. Так, ну вроде все. Что у меня по патронам? 23 до 65. Так, ну что, полетели. Короче, надо в тайминг попасть, пока эти штуки двигаются. Вот. Какую-то щель тут прощемиться надо. Мне нужно во внутреннюю часть попасть. Оп, я в невесомости. Бля, как это неудобно, конечно. Готов. А где еще одна? Вот она. Сколько у меня? 70 секунд в запасе. Не густо. Давай. Блять. Готово. Вот это что такое? А, это кислород. Кстати, довольно-таки в тему. Подожди, блять. Непонятно, где пол, где потолок. Нет, идите в жопу. Вот их...
Почему я подох? Я понял. Я в шипу врезался. Хорошо, хоть додумался бегать сохраниться, а то бы сейчас вообще в принципе всю вот эту штуку переиграть пришлось. То есть все 4 бы захвата пришлось бы отключать. Марсианин, да. Смотрел. Прикольный, кстати, мне понравился. А почему это меня тут поставили? А, ну все верно. Все верно. Я смотрел фильм 91-го года с этим, с Робертом Де Ниро, называется «Мыс страха». Вообще, часто пересматриваю старые фильмы. Как-то новые далеко не все заходят. Так, 2 захвата есть, да? По идее, дела-то за мало. Надо только это. По-быстренькому взять, отключить. Да, твою мать. Слава богу, реально, то, что сохранился в этом моменте. Еще можно, как вариант, эти штуки, которые перемещаются, их застанить. По крайней мере, попробовать. Тогда, по идее, они должны помедленнее двигаться. Развелененка? Это что такое? Entering zero gravity. Бля, успею, нет? Нет, давай-ка мы на всякий случай. Оп, все. Давай. Стреляй, есть одна. Gravity tether disengaged. Давай. Warning. Готово. Exterior gravity tethers offline. Interior tethers. Так, сейчас она переместится в другую сторону. То сейчас опять подохну. Ну быстрее, блядь. Тут эти уроды тебя тыкают. А чё она не двигается? Что-то какие-то непонятки. Почему не двигается эта хрень? Сука, 30 секунд. Быстрее. Малой, пошел уже. Все. Куда мне? Вот к этой панели надо подойти. Вы уверены? Нет.
И маяк надо установить. Подожди, он там двигается, короче, быстро, я помню. Точнее, я заметил. Он быстро двигается, его надо застанить и потом что-то там на него положить. Эта штука перестала двигаться же. Вот. Правда, мне не совсем понятно, почему я тогда в прошлый раз сдох. Просто, наверное, на шипы полетел. Наверное, так. Этот уже ждет там. Как тебе такое? Бля, буду надеяться, то, что он там один. Нет, он там не один. Их тут несколько. Бля, чем бы в него долбануть-то? Вот это, наверное, вряд ли подойдет. Давай попробуем. Не то, блядь. Где-то тут были когти. Вот это прокатит, интересно. Не, наверное, не прокатит. Бля, еще видно плохо. Где он тут? Нихера. Он там где-то спрятался за текстурами. Мне в него не попасть. Или попадаю. Последние патроны почти на него уходят. Ты когда-нибудь сдохнешь, нет? Да. Из этого мелкого утырка дали только сотку. Еще один. Вы заебете вообще. Ну-ка, где он? Где-то мелкое говно. Прокатит? Сомневаюсь. Подох? Подох. С него аптечку дали большую. Так, ладно. Будем надеяться, что все. Где этот маяк-то? Где-то этот бегунок носится. Я не могу врубиться, где он. Вот он. Подожди, или может быть в другом месте вообще маяк надо ставить? Вот сюда его надо поставить. Все, балдеж. Запустить астероид. Подожди. Здорово, Альф. Тихо, шипы, бля. 40 секунд. Когда? Вот тут можно пройти. Сейчас воздуха бахнет. Так, я на потолке или на полу? Вот он, пол. Все, никто не нападает. Я могу запускать эту штуку. Спасибо. Проверяем. Ага. Мне даже и не сюда. Да следующая, наверное, резик будет 4-й. Тут как раз он с пылу с жару подойдет. Сейчас Dead Space закончу, да. Потом будем Resident проходить. После Резидента я вот думаю, или Fatal Frame 4-я, 5-я. Или попробовать Sekiro пройти. Правда, с него жопа горит. Ясным пламенем. Да, там какая-то продается, что-то у них там Deluxe Edition, по-моему, или что-то такое, или Premium Edition. Ну, полная версия, да. Мне ж туда? Туда.
Ага. Она в шахматном порядке бьет. Стой. Пропускаем. Все. Можно идти. Ну, там не за 100 рублей. Именно этот, как его... Именно резидент стоит на том сайте что-то 600, по-моему. Или 500. Она сейчас самая дорогая. Типа ремейк Last of Us, то, что там сейчас продают, он вчера, по-моему, вышел. По-моему, рублей 250, что ли, они за него просят. Вот эта вот игра, видишь, мне там 150 рублей обошлась. Ценник у них по-разному, но вот именно конкретно то, что касается резика, то 599, если быть точным. Иногда на сайте не совсем корректно отображаются эти, как вам, не совсем корректно отображаются цены. Да, ремейк первой части Last of Us. Она портировалась на ПК. Ну, если я не ошибаюсь, там вроде не написано, что предзаказ. Нет, не на Плати.ру, потому что на Плати.ру там бывают такие продавцы попадаются, то что мало чего объясняет, как дальше действовать. Им как бы похер, там, ты деньги, главное, заплатил, а работает у тебя игра или нет, поебать. Поэтому Плати.ру я вообще не пользуюсь. Больше, по крайней мере. Да ничего особо не пропустил. Астероид я там почистил, что-то запустил. Так, давай, стазис тоже продаем. Фиг, брык, ну и 12 косарей в кармане. Силовой блок. Так, давай, короче, тогда мы возьмем... Сколько? Ну, на 5, короче. Вот этих ребят. И силового блока. Возьмем на все остальное. Че, его зря качал, что ли? 9 патронов целых. Короче, с этим, с Плати.ру я больше не связываюсь. Пошли они в жопу. Сколько раз я там покупал, одна игра, по-моему, только работала адекватно. Все остальное какая-то хрень, короче. То с аккаунтами проблема, то не запускается, то... А продавцу пишешь, он там, знаешь, нехотя тебе отвечает где-нибудь там часов через 8. Бля... А попадос-то в том, то, что батарею-то я там оставил. Ну, цены там неплохие. Единственное, что если ты там, ну, на том сайте, где я беру, если ты покупаешь игру, то главное все по инструкции сделать, как там пишут. Тебе присылают инструкцию, все как бы без проблем. Пользуйтесь, не обляпайтесь, как говорится. О, вытянул. Все делаешь по инструкции. Ну, к примеру, Deluxe Edition Dead Space Remake мне обошелся 150 рублей. Потом, что еще? Devil in Me я там покупал 99 рублей. Вот этот, как его, ремейк этого. Так, давай кинем. Ремейк Резика 599 рублей. Это Steam версии и так далее. Этот, как его, потом в комментариях мне под этим видео напишу, я тебе либо ссылку скину, либо просто название сайта дам. И все. Заходишь, регистрируешься. И там есть этот, как он, такая графа покупателя или что-то такое. Ну тебе и так инструкцию после оплаты присылают. Плюс еще, если хочешь, там тебе ее продублируют. Хоть 8 раз. На почту там отправят и так далее. Вот, инструкция, в принципе, там не сложная. Там нужно только этот активатор, короче, скачать и все такое. Ну, как бы, все понятно. Если внимательно, правильно все делать, все будет работать.
Хер ты псих. 3 косаря баксов. Star Citizen. А сейчас ты играешь в это Star Citizen? It's working. Работает. Маяк в эфире. Вещание в широком диапазоне. Я настрою приемник. This will take a minute. Это займет минуту. Возвращайся на транспортную станцию. Все, да, уходим отсюда. Как скажете. Мы-то люди подневольные. Чё? Я купил аккаунт Dead Space за 100 рублей в Steam. Все быстро и недорого вышло. Серега, ну меняй комп, что я тебе могу сказать. А где ты покупал за сотку Dead Space? На платиру? Просто не исключено то, что тебе повезло. Quarantine shit. We got plenty there to fix the cabinet down. I'll try. Damn it, you fucking right happy circuit. Almost Так, он живой еще. Бля, там вот этот чел. Появился этот чел, который регенерирует вашу мамашу. Куда идти? Блядь, да быстрее, да пропустите вы меня. Ёбаный в рот. Что надо, куда идти? Я понял. Пизда мне такое. Нет, Callisto Protocol хуже, чем Dead Space, потому что сюжет там очень слабый. И Damn it. Try to do it now. просто визуально сама по себе игра, ну, как бы не очень сделана. Она какая-то вот прям смотрится, вот вообще типичный коридор просто. Блять, они все за мной, да? Но они туда не проходят. Вот один пролез. Ну-ка давай силовым пистолетом в них бахнем. А то мне не дадут выйти. О, шикардос просто. Следующий. Бау. А где тот чел, который вот? А нет, это еще не тот, который регенерирует. Да, я тут собрал. Просто с этого какого. Паровоз самый настоящий. Но они почему-то в эту комнату не заходят. Хотя, по идее, должны через вентиляцию. Может быть... Нет, тут вентиляция есть, кстати. Это все? Нет, еще один. Ну-ка, давай что-нибудь схватим. И долбанем этого урода. Кстати, у меня вот эта пушка, она с них кожу сдирает. Я только сейчас заметил. Есть чем? Ой, не то. Это тоже мое. Тоже мое. Вообще говно. Это вряд ли урон ему какой-то нанесет, да. Слушай, забыли прописать эту штуку, чтобы они на меня в комнате мочили. Вот так вот. Балдеж. А почему это, интересно, стазис тут на эту комнату действует? Ну херово то, что этот чел, который регенерирует, появился. Он же вообще злой. Я думал, он только один раз за игру появляется. Но нет. Давай-ка мы эту штучку выдернем. Нет, вот это. Не вот это. Вот это. Понятно. Коготь впился в стенку, я ничего сделать не могу. А где у них когти-то еще?
Бля, среди этого мусора просто попробуй найди нормально. Вот этот, по-моему. Можно вентилятором заебнуть у них. Ну, давай. Ну, подними ты эту херню. Все, короче, она уже перестала быть объектом. Ну все верно. Мне сюда. Сейчас мне этот урод, короче говоря, который регенерирует, будет пятками до Шира гнать, наверное. Я прям слышу, как он рычит у меня за спиной. А где я тут вентилятор кидал? Где, блядь, вот он. Я уже хотел наорать на него. Тихо. Надеюсь, я правильно побежал. Да, я правильно побежал. Давай, быстрее. Быстрее. Текаем. Ну их всех в жопу. Бля, тут и мелкие какие-то. Куда? Быстрей. Оп. Все, валим. Пошли нахуй. Аватар 2. Нет, еще не успел. I think it's gone. Надо как-нибудь собраться, Аватар посмотреть. Ну, первый, короче, когда он еще в кинотеатре вышел. Я ходил, был прям под впечатлением, потому что красивая именно в кинотеатре картинка. А так, наверное, дома было бы явно не то впечатление. Так тут вообще многие эпизоды можно пробегать. Пока тебя совсем к стенке не прижали, можно. Но тут же, видишь, не только рентген за тобой несется, у тебя еще там еще штук 5. Главное, чтобы они сейчас на лифт мне не попрыгали. Аватар 2 в 3D, в IMAX был шикарен. Мне зашел, но сюжет так себе. Так и в первой-то тоже сюжет был, я не знаю. Такое ощущение, что Джеймс Кэмерон, великий Джеймс Кэмерон, писал этот сюжет просто на коленке, когда ему лет 15 было. Я бы тоже хотел в 3D, но у нас уже нет в городе кинотеатра. Еще закрыли, когда коронавирус только-только начался. Если не раньше. Ну, просто туда никто не ходит, билеты, ну, как бы само содержание кинотеатра не окупается. Вот, и решили они, короче, походу его закрыть, не тянут. То есть какой-нибудь, знаешь, там, ну, как бы кинотеатр, там, я не знаю, ну, мест на 200, наверное, если не больше было. Может, на 100. Может, на 100. Ну, короче, примерно вот такой. Район 100-200. Вот, и как бы я пришел тогда, помню, последнее, что я смотрел в этом нашем кинотеатре, это был, по-моему, последний эпизод «Звездных войн». Или «Черная пантера», что-то такое. Вот, и просто премьера, как бы. А я сижу, там, по-моему, 4 человек всего. Вечером, знаешь, может быть, соберется там, ну, человек 5-7. И вот так вот каждый день. Не окупает. Кинотеатр дороже содержать, чем люди на билеты тратят. Так нет, я не про 3D говорю. Я бы хотел в 3D посмотреть. Последний раз я в 3D фильм смотрел, блядь, я не помню, что я смотрел. Эти как вам? Стражи Галактики 2 я смотрел в 3D. Уснул 2 раза, короче. Это я смотрел еще в этом Железногорске. В кинотеатре. Да, по сути, эти фильмы 3D-шные. Ну, там из всего фильма 3D эффектов, ну, сколько? Минуты 1,5. Такое себе. Сидишь дольше в этих очках, как бы, ну... Часто у меня такая фигня, когда в 3D кино смотришь, хочется снять очки и потереть глаза, вот. Минут через 30, наверное, после просмотра. Потому что, ну, не знаю, как-то устают шары от них. У меня дома телек как-то тоже какое-то время был 3D-шный, но я так побаловался, может быть, фильмов 5 на нем посмотрел, а потом нахер эту функцию больше не пользовался.
Потом как-то что-то решил посмотреть, включил очки 3D-шные, а батарейки сели на них. Идите, думаю, в жопу вместе со своим 3D. Ну да, конечно. Я бы хотел попробовать, кстати, в этом, как он, в анаглифе посмотреть. Чтобы одно очко было синее, а второе очко было красное. Это называется анаглиф. Я хотел бы в таком раскладе посмотреть. Не знаю, есть ли разница. А то всегда, когда я только, когда эта фишка появилась насчет 3D, я смотрел только вот таких затемненных очках. But I can't be sure. The system's bugged out again. I'm getting those camera glitches. The ones that look like my brother. Waving at me. Короче, у этой бабы там опять что-то не пашет сейчас. Маяк хотя бы запустили. Я настраиваю. Подожди, приемник не отвечает. Array receiver Вот not черт. responding. Когда у них когда-нибудь будет что-то работать? Передающий кластер, его мы так и не починили. Тогда будем надеяться, что оценка 48 часов была тоже неверной. Нет связи. Take the tram to the Садись bridge. на вагонетку и езжай до мостика. Я взломаю дверь коммуникационную. Тебе останется только что-то там открыть. Не беспокойся о жене. Как и сказал Хедмонд, она поступит разумно. Ну да. У меня на башке вместо рук, короче, точнее, было бы прикольно, если бы у тебя руки показывали бы вот этот, средний палец, короче, с двух сторон просто. Было бы угарно. Бля, тихо, да, отвали. Пока, короче, я сохраняюсь, меня хотя бы не убивает, спасибо. Как оленя зовут? Его зовут Айзек Кларк. У нас есть 3D, IMAX с эффектами а-ля движется сидушка, бьют по ногам, пар шлепают. По жопке шлепают. Мы смотрели оно новый, прикольно. Но оно как бы вообще в целом сам по себе фильм годный. Мне нравится ремейк по Кингу, который сделали, как бы. И 92-го года фильм был неплох. Вот, и сейчас с клоуном. Тут там Пеннивайз до хрена тащит фильм. Ибо он молодец, актер отыграл, не помню, как его зовут. Вот, мне понравился вообще. Я его только дома смотрел, как бы. В кинотеатре, наверное, еще круче будет. А так, подобную херню у нас как-то было в обычном продуктовом магазине. У нас да, Билли Скарсгард, по-моему, так его зовут. Вот. У нас в продуктовом магазине прям какой-то отдел, там комнату какую-то, квартиру рядом купили, короче. Сделали там в этой квартире какой-то кинотеатр типа 3D-шный, IMAX, вот это вот там лицо тебе брызгают, там у тебя сиденье вот так вот шатается и все такое. По-моему, назвали его что-то 5D кинотеатр или что-то такое, или там 6D, знаешь, там, как и раньше было, там 11D кинотеатр, 30D кинотеатр, толку-то, блядь, никакого. Перед цифрой то, что какая цифра стоит перед буквой D, разницы никакой. Вот, там на выбор, по-моему, было что-то фильмов 5. Как фильмов? Это ролики, просто минут на 20, по-моему, или на 15, что-то такое. И там заходишь, садишься в это кресло и там тебя выбираешь, короче говоря. Вот. Посидел я в этой херне, такое, короче. По крайней мере, хотя бы эта штука стоила там что-то на тот момент рублей 150, по-моему. Похер. Особо как бы не был впечатлен. Это падла сдохла? Да еще одна сикараха ползет. Пошли нахуй. Все? Вроде все. Да, в принципе, вот как в парках такая штука же встречается чаще, чем этот, Они думали то, что они сорвут бабла, но по сути они просто очень сильно потратились, и никто в этот 5D кинотеатр не ходил. Там, может быть, знаешь, там 2 посетителя в месяц было. Там уже, наверное, сами продавцы забыли то, что он вообще существует у них.
Да и было бы что смотреть тоже в этом кинотеатре. Еще по Кингу прикольная экранизация его книги «Игра Джеральда» называется. Я помню эту книгу сколько, наверное, раза 3, наверное, читал. Советую глянуть. Я смотрел, по-моему, парочку обзоров. Я смотрел парочку обзоров на этот VR. Все жалуются. Плюются. Как бы, ну, ничего нового не привнесла эта штука. Да, проводов у тебя поменьше. С проводами я согласен. Это хорошо, конечно. Но игры-то где? Когда уже завезут? На первом-то VR игр особо, с играми особо не баловали. Подлаги какие. Вот, на первом-то VR игр было не особо, а тут еще второй завезли. То есть, по сути, чтобы все адекватно работало, так как задумывают разработчики и так далее, купи, короче, телек 4К. Ну, сколько он сейчас? 1060, наверное, да? 70 будет стоить. Купи плойку. Того 120. Купи VR 2. Того 180. Плюс еще, короче, игрушечек себе набери. Там где-нибудь 1020. Это получится 1004 в лучшем случае. Вот. Того 200. Плюс еще какой-нибудь геймпадик тебе продадут. Season Pass какой-нибудь. Как он там называется? Как там, противоположность Xbox Game Pass. Вот. Тудым-сюдым, 250 кусков просто как с куста. Четверть мульта просто. А по сути-то они же ничем новым не удивляют. Ну ничего там такого нового нет, что в VR героя не было. Как бы... Ну, видишь, кому-то ползарплата, а кто-то будет на это годами вкалывать. Просто зачем? У нас в этом, ну как сказать, а-ля торговый центр. Нихуя долбануло. У нас а-ля торговый центр, короче, в первой школе-то открыли. Вот, там периодически эта хрень работает. VR. Ну, по сути, стоит плойка, просто 4-я, к ней VR подслюнявленный. На тот момент тогда, что она уже... Когда он появился, плойка уже 20 стоила. Очки 20. Ну, то есть за 40. Плюс еще комнатушку-то сделать ремонт. Ну, сколько они отдали? За аренду. Ну, короче говоря, спросом не пользуется. Знаешь, кто-то зашел, наверное, пару раз там подергал какие-нибудь игры там. Ну, там такие игры, там, знаешь... Их либо за полчаса можно пройти, либо... Просто типа, спасибо, окей. Можно всех посмотреть? Вот. Да, особо никто не ходит. А тем более дома эту хрень иметь. Ну, кому-то это может, ну, у кого-то эти рвотные рефлексы вызывает. Вот это вот вестибулярка, у кого проблема, знаешь. Что-то все расхерачилось. А, все, мы дальше поехали. Окей. Ну, в DNS уже давно, как бы, Сеги лежат без этих беспроводные геймпады к ним. Есть и Sega, и Dendy сразу же. Есть с картриджами, без картриджей. Есть те же самые, просто уже Сеги, короче. Ну, просто у тебя в флешку в телек втыкаешь. Вот. Там уже эмуляторы Sega Dendy. Сейчас, по-моему, это нормальная фишка. Мы сделали это. Азик. Только что объявился корабль. Это USM Valor. Они должны быть услышали наш сигнал SOS. Так быстро. Что здесь делает военный корабль? Патрулирует? Да пофиг. Мне сейчас все равно, кто вытащит меня отсюда. Направляйся в комнату связи. Как только мы исправим передающий кластер, мы сможем получить все необходимое. Окей.
Вообще, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас уже есть эмуляторы, которые работают по сети. Что-то такое вот. Есть какой-то лазейка, скажем так, как друг к другу подключиться и поломать какую-нибудь ретро-дичь. Я бы хотел бы, знаешь, во что с кем-нибудь поиграть. Zombie Ate My Neighbors на Сеге. Бля, игра крутая. Но она сделана так, то что она, во-первых, сложная же. Но она сделана так, что вашу мамашу, ее придется, если проходить, то ее проходить до конца придется от начала. То есть там, помнишь же, пароли, вот эта вот система паролей, вот, которые потом становятся просто бесполезными. Как бы да, они есть, но а чё толку от этого? Там же фишка вся в оружии, которое ты должен собирать с самого начала, с первого уровня. Ну там, где да, соседей спасать. Людей спасаешь, там первый уровень зомби, потом мужики с бензопилами бегают и так далее. Что пропустила? Да ничего, пока бегаем, корабль ремонтируем. Ничего особенного. Так, денег-то нет ни хрена, да? Даже загнать нечего. Жесть. Что у меня по патронам? Тут 180. Для пистолета обычного вообще патронов не дают. Давно уже пустой. Вот эта пуха, конечно, козырная. Она прям выщелкивает. Вот она с них прям кожу сдирает. Я ее как раз прокачал еще. Нормально. Куда? Наверх, да? В лифт. Стой. Стой, бля. Кто тут? Давайте всех сюда. Тихо. Ай-яй-яй. Да беги, блять, он там во что-то уперся. Чем бы в них долбануть-то? О, подожди. Есть, да, и вот есть теория, то что один второго взорвет. Надо как-то кучу собрать, долбануть по ним. Точнее, вон потому. Беги! Беги, сука, беги! Есть какой-нибудь его хилы есть? Да, резик выходит через 2 дня. Но мне кажется, нужно все-таки патча первого дня хотя бы подождать и запускать хотя бы примерно 25-го. Я думаю, как раз к тому времени, как я закончу с Dead Space, так можно и резик запускать. Отлично, обоих ухерачил. Так, есть еще кто-нибудь? Карантин снят. Да, тут все больше и больше получается импровизировать во время боя, чем порубиться с ними. Еще один. Я получаю странные всплески обратной связи. Есть какая-то ошибка в передающем кластере. Ой, дойдите в жопу. Так, дверь в узел связи должна быть открыта. Ты можешь спуститься к станции управления связи. Язик, следуя тем, что говоришь. Я думаю, кто-то подслушивает. Ну так этот капитан безумный нас стопудово слушает. Alien Isolation, да, я проходил, помню его. Я покупал полное издание, короче, на 4-ю плойку. Ну, если не совсем полное, то ближе к полному, там, может быть, знаешь, там 2 DLC тогда не хватало. Прикольно, прикольная игра, как бы, мне нравится вообще, в принципе, вся франшиза Чужих. Я периодически эти фильмы пересматриваю. Вот. Как бы Рипли огонь.
Вот. Игра сама по себе неплохо сделана. Как бы на хороших сложностях тебя чужой кошмарит, но я сильно сложность не задирал, как бы она до этого, ну, игра сама по себе довольно-таки непростая. В общем, она мне понравилась. На среднячке там приходится это, и пошухериться, и пострелять, и так далее. Особенно в конце прикольно. 2 холма. Что за фильм? Может быть, у холмов есть глаза? Ты про это? 2 холма. Кто там? Ну, кто-то борзый орёт. Подожди, а я могу... А, это мужик на стене висит. Кстати, вот эти челы по-любому отсылка к чужим. Да ладно, с 2 ударов эту штуку ушатал. Бля, какая козырная пушка. Сергей. Сергей, что вы пошли? Так, я хочу еще раз долбануть в это говно. Раз. Вообще балдеж, они все сразу же. А если бы я стрелял с винтовки, то тогда на эту парашу ушли бы вообще все, наверное, патроны мои. Короче, Склифосовский задолбали. Все? Или еще не все? Это где-то хлюпает, щелкает, бля. Нормально. А с той штукой что выпало? Ага. Вот эти. А нет, подожди. На другое оружие у меня упали патроны. Тогда. Вот этого товарища мы ставим вместо пистолета. Да, такое ощущение, то, что тут в идеале вообще все качать. Потому что одно, другое, третье оружие всегда по-разному действует на всех. Типа каких-то врагов эффективнее одним. Ну, короче, вы поняли, да? Электроснабжение. А что это комната отдыха? Я там был, наверное. Или я туда пришел? А, я тут был. Было бы прикольно, если бы Айзек мог бы выглядывать из-за стены. Знаешь, как часто это бывает в играх от третьего лица. Было бы забавнее, наверное. Так, давай еще вот сюда залезем, посмотрим. Что вот это? Энергоснабжение. Слушай, так это... Даже там, где я с этим здоровенным утырком месился. Интересно, а он тут еще? Я же вот тогда в проеме дверном оставил, он пролезть не смог. Застрял там нахуй как Винни-Пух. Ага. Его тут нет. Но тут, по-моему, был еще один ящик, который я не забрал. Вот он. Память какова, да? А я тут все пиздец какой в спешке делал. Теперь можно спокойненько все обойти, всю комнату. Жалко, тут ящиков не добавилось. Вот здесь вот как Винни-Пух застрял и все. Я тогда помню, на него 5-хатку патронов с винтовки спустил. Что-то еще, короче. Я его, наверное, только в рот не спустил. Я только не делал, да. Все равно ни хера, он так и не подох.
Зато я там в этом моменте подыхал, ну, наверное, раза 3, наверное, 4. И тут приходилось всю сцену переигрывать. Так. Куда? Вот туда. Подожди, мне интересно, что между ящиков. А вот еще, кстати. Так, сначала давай к ящикам, и там еще комнату поюзаем. Для чего же это они тут лежат, правильно? Обслуживание гондолы. Да пиздец. Что тут никто меня дрючить не собирается? Так, и чё? У меня по патронам... Вот они, говорю, вот... особо не балуют с патронами, держат ровно на грани, чтобы... ты отбил, знаешь, там, одну большую толпу. И то, как сказать, большую, ну... 5 монстров, если... 5, короче, некроморфов с импровизацией ты можешь отбить все, что... И останешься без патронов. Погоди. Надо тут осмотреться. Что? Ага. Здрасте. Ну, он по-любому по мою душу ползет. Вейлор занимает дополнительную позицию. Что там с узлом связи? Поджарилось. Кто-то взломал тарелки и вырубил систему. Получается, нам крышка? Нет, это была небрежная работа. Пару тарелок еще целых. Если я заменю их и создам новую цепь без разрывов, мы сможем передать сигнал только на короткий диапазон, но должно работать. Хорошо, занимайся. Я тут за всем присмотрю. Ну, если она тут за всем присмотрит, я тут ношусь как этот, чиню корабль и так далее. Она там, по-моему, гасится в каких-то кабинетах. Шкерится, причем оба. Я, говорит, присмотрю. А это что такое? Командир Ебели, ёпта. Журнал коммуникационный. Отчет первого оператора связи Бейли. Я хочу, чтобы это было записано. Корабль атакован, но капитан Матиас отказался подавать сигнал бедствия. И все мы знаем почему. Вся эта операция незаконна, и Гида-7 была закрыта. Они это знали, мы это знали. И мы все молчали. Пора это прекратить и прямо сейчас. Мэйдэй, СОС. Это Шимура вызываю, подождите. Он отключил весь узел связи. Все кончено. И, короче, связист себе в башку, что ли, выстрелил. Какая-то цель выполнена. Это, наверное, одна из побочек выполнена. Гадалки не ходи вообще. Ну да, их чуть-чуть поменьше. Все равно все побочки надо будет проходить для расширения, скажем так, кругозора. Проходить между 10 и 11 главой. Вот и все. Я пару побочек когда делал, я бы не сказал, что они прям что-то прям тебе сильно хорошо объясняют. Что же произошло до посадки на Ишимуре. Но так. А че-то мне бабок напихивают.
Мы типа к боссу готовимся или что? Что-то одни комнаты секретные рядом. Печка. Деньги, проводник. Музяка нарастает. А нет, обратно потом. 2 холма на ТНД показывали. Я телек, по-моему, кабель, точнее, от телевизора отрезал, по-моему. Точнее, возле прихожей, который. В общем, кабель, который заходил в квартиру, я отрезал, по-моему, его. Я точно не помню, лет 7 что ли назад, или 10 уже. Я не смотрю телевизор. Так, если знаешь, только зайдешь там в гости кому-нибудь, у него там на заднем фоне телек играет. Может, что-нибудь увидишь. Угу. Одного вижу. А есть чем долбануть-то по ним вообще? Бля, тут в воздухе даже ничего не летает. А врагов до жопы просто. Давай, старина, быстрее. Да не то. Вот это вот. Берем. Так, давай в сторону. А, судя по звукам, кто-то еще где-то находится. Надо же, подох. Тоже берем. Где еще? Нет, тут скорее локация под какую-то большую головоломку. Но, возможно, эти сволочи будут лезть сейчас просто со всех сторон. Для босса прям тебя закидывают часто этими лутом всяким. Прям перед боссом. Такая не шибко. О, нашелся. Блудный попугай. Иди сюда. Угу. Вроде все. Сейчас я приземлюсь. Давай смотреть в целом, что они от меня хотят. Вот оттуда я вышел. Тут какие-то энергоблоки. Их надо вместе соединить как-то. Включить, чтобы работали. Угу. Контроль связи, отсутствует питание центрального узла. То есть вот эту штуку надо выдернуть. Чтобы что? Чтобы другую рабочую поставить, правильно? Вот это. Или нет? Вот этот же пустой блок, правильно? Вот почему мне нравятся те же самые Silent Hill и Resident? Ты вроде как в шутер поиграл и так далее, но тебя хотя бы отвлекает то, что ты какие-то головоломки решаешь и так далее. У тебя хотя бы мозг работает, знаешь. А то так играешь какой-нибудь шутер, а там, ну, просто мозг отключен. Долбишь по кнопкам и все. Но шутер тоже можно полобать. Угу. Как отсюда вытащить? Или он не вытаскивается просто?
Нет, не вытаскивается. Починить, наверное, это вряд ли можно. Где блоки-то вообще рабочие? Хоть один-то есть? Не совсем понятно. Чего не от меня хотят. Давай, короче, мы все блоки повыдираем. Все. Тут. Все. Тут. Все. Вот тут не вырвано. И тут. Вон еще две. Раз. Вторая. Ну, я думаю, то, что это дичь, которая сейчас возле меня летает, она вряд ли уже пригодна. Где у нас рабочие блоки? Они же где-то должны быть, правильно? Или может к нему надо подлететь? Нет. А как это замкнуть-то? Может, есть какая-нибудь волшебная штука, которая подобные блоки выдает? Нет, подожди. Подожди. Все-таки я припоминаю. Эти штуки, они вот так выдирались. Да-да-да. Полетели, Карлсончик. Я просто должен по всей площадке рабочие блоки собрать. И выстроить их в одну цепь. Пока только не знаю, с одной стороны или нет. А, тут еще видишь как. Тут их надо вращать. По-моему. Ну, не зря тут эти треугольники тут. Хотя... Нет, она все равно встает. Она встает все равно, как ей надо. Бля, подожди, мне на пол надо. Я тут начинаю ни хрена не понимать. Так, все. Ок. Это ставим вот сюда. Почему от этой до этой нету питания? Если мы его сюда поставим, возможно, все-таки угол решает, короче, в какую сторону пойдет питание. Последнее слово я не разобрал. Чего сухие? Подожди. Вот это вот мы меняем на вот это. Камыши? Нет, не жёг. У нас не растет камышей. Так, теперь. Вот почему они не работают. Все дело в углу. Вот с этим углом. Мы вставляем вот сюда.
Ага. Теперь надо искать с углом налево. Вот он. И там что-то летает еще. 1800 кредитов. Хорошо. А почему она не заработала? Хрен его знает. Так. Ну-ка для эксперимента попробуем бахнуть сюда вот этот. Нет коннекта. Бля, и палка же это для чего-то это тоже нужна. Не сюда она вставляется. Блин, а какой... С какой стороны, блин, посмотреть? Вся проблема этой загадки, то что ты ее решаешь в невесомости. У тебя начинается какая-то дезориентация просто. Так. Есть панели. Мне почему, интересно, не работает с правой стороны? Да, в принципе, тут не очень сложно. Тут главное просто правильно их выставить. Дело в том, что у тебя... Ты не видишь всю эту картину в целом издалека. У тебя, видишь, с одной стороны тут в невесомости летает это все. И просто то, что повыдергал вот эти панели, они тебе еще не мешают обзору. Давай-ка их подальше куда-нибудь зашвырнем. Бля, ну они по инерции, наверное, сейчас улетят просто. Прилетят, точнее, обратно. По идее, это должен был целый быть квадрат. Углы я выставил правильно. Почему этот не работает? Может быть, сюда. Что странно, попробовать вот это втемяшить. Да. Цепь должна замыкаться, но не с двух сторон. Она идет отсюда. Потом вот так продолжается. И здесь мы ее дополняем. Вроде так должно получиться. Нет. Вот еще одна панель. Ее попробуем вместо этой. Может прокатить. Нет.
Фишка в углах. Это все, короче, да, панели есть в распоряжении. Подожди, а если мы отсюда вытаскиваем? Мы прерываем туда вот эту линию, да? Нет, стоит вроде верно. Теперь отсюда. Вот это неверно, по-моему, стоит. Потому что ее должна где-то здесь прямая была панель. Ее, по идее, прямая должна контур продолжать. Вот, может быть, это. Вот, я думаю, сейчас куда бы палочку запихнуть. Плохо, что ты не можешь ее в пространстве покрутить. Крутишься сам, но не она. Эй. Нет. Весь принцип этой загадки, короче говоря, как в физике. Ты должен собрать цепь электрическую. Поэтому, чтобы она адекватно работала, надо, походу, все разбирать. И смотреть, откуда у нас идет питание. Скорее всего, какая-то из панелей изначально стоит неверно. И отсюда не собирается весь пазл. Они должны вдвоем сходиться, вот эти вот с двух сторон, сходиться в одну, вот тут. Так, можно, в принципе, идти от противного, то есть... Вот так. Это мы ставим, допустим. Потом тут нужен угол налево, не этот. Не такой. Ну-ка, вот этот. Нет. Вот, походу. И он. Сейчас что-то вот с палкой вообще тема не вяжется. Блять, а если бы они не летали еще в пространстве, я бы был так счастлив. Тут просто каждую панель придется перебирать, чтобы понять, к какой она относится. Бля, ну вроде вот это. Так. Так, надо приземлиться. Так, если она идет сверху, тогда вот здесь, потом налево. Налево ушла и пошла она вниз. Ну давай попробуем. Вот так. Еще мне почему-то сдается то, что некоторые лишние панели. Это подойдет? Нет,
почему-то не работает. Палка почему-то вот вообще не в тему. Дело в том, что она горизонтальная, а нужна вертикальная. Где эта палка? О. Она горизонтом идет, но нужна вертикаль. Если бы были только уголки, тогда бы это как-то было бы попроще. Почему, интересно, вот этот угол не подходит тогда? Блин, это же не рандом по-любому. В смысле, она какой она контур запитала? Упс. Да, по белым, по синим. Вот отсюда. С этой, короче говоря, с этого цилиндра. Подожди. Ходит она только с двух сторон. Я просто неверно начал делать. Вот эти панели мы выдираем. Я просто думал то, что их надо только вот с правой и с левой стороны. Ну то есть вот как треугольник, чтобы получился, а дело-то в другом. Надо, короче говоря, их можно вообще по всей длине выставить. Вот для этого тебе дается картина. То есть, короче говоря, нужен ну для этого палка, получается, нужна горизонтальная. Ее надо сейчас воткнуть на 9 часов. Где она? Не то. Вот она. Горизонтальная палка идет на 9 часов. Вот так. Дальше. Дальше можно попробовать. Раз, два и три. 3 треугольника. Вот этот. Нет. Тоже не то. Их можно выше куда-то. Бля, не знаю, я, конечно, попробую. Подожди. Я уже тут сам в этой невесомости запутался. Вот так попробуем. От палки у нас отходит вот наверх, чтобы она пошла. Так, что получается? И теперь нужно, по идее, 2 треугольника. Ой, 2 угла, точнее. Один сюда. Что? Бля, где она вообще? Второй. Бля, либо наверх.
Подожди, а сколько у меня еще панелей распоряжений? Только надо на пол. Сгадка взрывает мозг, потому что ты летаешь. Так, раз панель. Она у нас может куда пойти? Так, кстати, в распоряжении всего 2 еще осталось. Ну да. Вроде как. Если бы этот купол был бы плоский, загадка бы решилась вообще очень быстро. Но так как у тебя искажение пространства идет, отсюда геморрой. Так, а у меня что, 2 угла, что ли, одинаковых осталось? Всего. Ну-ка, вот этот. Так. Так, вот они, 2 угла. Ну да, нужен-то не тот. Может, в целом вся цепочка неверна. Может быть, в другую сторону надо ее заворачивать. Ну-ка, давай попробуем просто наобум. Просто наобум втыкаем, получается, вот эту сюда. Угу. Меняем местами. Где? Вот она. Я не удивлен. Значит, в целом какая-то ошибка. Но разницы же никакой, с какой ты панели начинаешь, правильно? Надо разбирать. Надо разбирать и положить бы как-нибудь эти уголки прям перед собой, чтобы видеть, какие есть в наличии, а какие нет. Но проблема в том, что они летают, они крутятся. Крутишься. И ты крутишься тоже. В принципе, с этой палкой вроде как горизонтальное начало верное. Потому что что так, по идее, одинаково. В какую сторону бы ты ни собрал, палка должна быть задействована. Они все должны задействованы быть. Вся фишка, наверное, получается в какой угол
А, нет. Угол должен быть вот такой. В любом случае. Вот, по-моему, от вот этой точки зависит, в какую сторону у тебя соберется. Сколько углов? Так, так, так. Ок. А где еще один? Вот он. Его вот так. Все. Сейчас сделаем. Вот этот мы бахаем вот сюда. А вот этот... Бля, подожди. А вот этот замыкает контур. Здесь. Вот так. И один получается лишний. Я же говорю, они пытаются тебя с одной лишней панелью тебя обмануть. Но не исключено, что Try opening the panel to the left. одна панель будет задействована, если ты собираешь это в правую сторону, а не в левую. Возможно, ты задействуешь все панели. Это не точно. Что там надо, куда? Понятно, выходим. Вообще гадалки не ходи, если бы эта загадка была бы просто на бумаге, если бы ты не летал вокруг всего этого, то она бы решалась просто за 2 минуты. И не меньше. Так как вокруг тебя там все крутится, вертится, поэтому тяжеловато. Ладно, будем на этом закругляться. Вам спасибо за просмотр, за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии там пишите, кому интересно. Давайте, счастливо, удачи.